Здравствуйте, друзья! Загадочные места Новой Зеландии. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. В самом центре северного острова Новой Зеландии расположено озеро Таупо. Вокруг озера находятся нетронутые дикие леса, которые объявлены заповедным лесопарком Кайманава. Озеро Таупо образовалось на месте гигантского кратера вулкана. В 1990-х годах в 30 километрах от этого озера в лесу рядом с дорогой туристы обнаружили загадочные руины некогда гигантского строения. Это загадочное место широко известно в Новой Зеландии как Стена Кайманава. Руины стали видимы, по-видимому, в результате того, что дожди размыли почву под корнями огромного дерева, стоящего на пригорке. Обнажилась часть стены, сложенной из прямоугольных каменных блоков, каждый из которых имеет высоту около 1 метра, длину около 2 метров и вес в несколько тонн. Некоторые блоки подогнаны друг к другу с ювелирной точностью. В этих местах кладки между гигантскими блоками не просунуть и лезвие ножа, но некоторые из них разошлись, и между ними образовались зазоры в несколько сантиметров, что можно объяснить неравномерной осадкой фундамента под блоками. Прослеживается прямолинейная горизонтальная линия между кладкой нижнего и верхнего ряда блоков. Существует предположение, что стена является единственной видимой частью гораздо большей структуры, погребенной под вулканическим пеплом вулкана. По поводу происхождения стены высказываются 3 основные версии. Первая версия. Стена Кайманава была построена приблизительно 2000 лет назад первыми поселенцами Новой Зеландии, известными как Вайтаха, которые впоследствии были истреблены маори. Вторая версия. Стена представляет собой остаток госпиталя, построенного 50 или чуть более лет тому назад. Третья версия – это просто естественное скальное образование. Будущее изучение стены Кайманава, несомненно, сведет этот список к одному пункту. Однако факт, что на этом из участков стены растет буковое дерево, имеющее в обхвате 2,9 метра, сильно снижает вероятность того, что ее возраст составляет 50 или чуть более лет. Любопытно, что маори никогда никаких каменных сооружений не строили, за исключением маленьких каменных алтарей-жертвенников – туаху. Факты, свидетельствующие в пользу того, что Новая Зеландия уже была населена до прихода сюда народа маори, множатся с каждым годом. В начале 1990-х годов археолог из Окленда Дуг Суттон на основании многочисленных свидетельств древнего выжигания леса в хозяйственных целях и необъяснимой эрозии почвы пришел к выводу, что человеческая деятельность в Новой Зеландии началась 2000 лет назад. В 1997 году в дюнах близ Нортленда было найдено каменное изваяние женщины высотой 2,7 метров. Возможно, богини неизвестного народа, населявшего Новую Зеландию до прихода маори. Одна из самых больших загадок Новой Зеландии связана с археологическими раскопками в лесу Вайпуа, ведущимися на протяжении последних 30 лет. Что там нашли археологи, неизвестно, но факт остается фактом. В 1988 году правительство Новой Зеландии специальным постановлением засекретило на 75 лет все результаты этих раскопок. Это вызвало бурю негодования по всей стране. Законность наложенного запрета на публикацию археологической информации горячо обсуждалась в прессе. В парламенте со всех концов страны в Национальный архив шли возмущенные письма. Правительство неуклюже оправдывалось и объясняло свою позицию интересами политики. Однако факт остается фактом. Документ, подписанный руководителем работ археологом Майклом Тейлором, содержит 14 страниц так называемого секретного текста и налагает ограничения на часть информации, связанную с полевыми отчетами об археологических раскопках в лесу Вайпуа
1979-1988 годах, которое не может быть опубликовано вплоть до 2063 года. Что же за тайну обнаружили археологи в лесу Вайпуа? По свидетельству некоторых очевидцев, это огромный, состоящий из более чем 2000 построек, домаорийский город, сложенный из камня, раскинувшийся на площади в 500 акров. Свидетели клянутся, что Нед Натан, глава Новозеландского археологического консультативного комитета, ознакомившись с результатами радиокарбонного анализа, громко воскликнул: «Это же на 500 лет раньше, чем мы добрались сюда». Кто они? Испанцы, португальцы, китайцы, малайцы, инки? Очевидно, мы узнаем это в 2063 году. А как вы думаете, что скрывает новозеландское правительство в этих раскопках? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.